Сегодня суббота, и мы с Сашей решили немножечко прогуляться. Выходим достаточно поздно. И, пользуясь случаем, хочу вам показать свою новую покупку. Неожиданное приобретение. Не планировала я это покупать, но в Sephora в Дубае увидела очередь. Я думаю, куда все стоят. И я знаю, что очереди просто так не образуются. Тоже встала, думаю, чуть-чуть, что там такое. Оказывается, новые расчески. Вот такие. Сейчас покажу, вы упадете. Я сама упала, когда ее увидела. Вот. Да, многие уже знают, что Tangle Tizer классные расчески. Здесь, в принципе, похожая технология, только щетинки еще мягче. И вот такая необычная ручка. За счет вот этих щетинок обеспечивается классный массаж кожи головы. Ее удобно держать в руках, волосы не ломаются, не травмируются. Она потрясающе расчесывает тонкие волосы, вот как вот у меня. Не занимает много места в сумочке, то есть ее можно вот так вот сложить, скрутить. Посмотрите, какая малышка. Есть вот такой чехол для сумки. Вот, обратите внимание, мне кажется, будущее за этими расческами. Я вообще не хотела покупать расческу, меня моя устраивала. Но когда я увидела, что остается последняя, буквально на мне, сначала я подумала, что это такое, так дорого, брать не буду, мне не надо. Но когда попробовала ей расчесаться, точнее меня ее так расчесали, взяли просто и показали, как это работает, я подумала, вау, хочу, потому что у меня маленькие сумочки в основном, и моя расческа занимает много места, она объемная, Tangle Tizer, маленькая самая. Я иногда ее на две части разламывала и брала только верхнюю часть с щетинками. Здесь проблема решена, вот. Для сумки самое то. Понятия не имею, где их купить, можно ли их где-то заказать. Так поискала, здесь нигде нет. Ну, просто если у вас похожий тип волос, как у меня, и вам нужен классный вариант расчески для сумочки, и вы хотите попробовать что-то современное, технологичное, вот так эти расчески называются. Как-то Virtu, Flourish, Manta. Причем в таких магазинах больших, где много людей, много тестеров, вот этих всех пробников, я ничем таким не пользуюсь, максимум на руку нанесу, потому что я типа брезгую. Но когда я стояла в очереди, я смотрю, всех расчесывают расческой, всем так нравится, подошла моя очередь, я думаю, не-не-не, меня чесать не надо, я просто посмотрю на других, пощупаю, и она мне такая, да идем, и начинает меня чесать, я такая, нет, а потом думаю, ой, как хорошо, надо брать. Ребятки, всем привет! Я сейчас в бане. У нас есть традиция ходить всей компании, мужской, причем только мой батек, братья. И мы отдыхаем вот в такой баньке. Стоит она, кстати, 1100 рублей за 2 часа. Здесь хамам, банька, мне кажется, недорого. И вот такой большой бассейн. Можно еду заказать, пиццу, чай классный. В общем, хорошее место, чтобы отдохнуть. Если в Саратове, то рекомендую. Находится на 3-й дачной. Сегодня мы тусуемся с моим племянником, мистер Пop. И пришли в Бургер Кинг не просто так, а по поводу выхода вот таких классных наборов. Посмотрите, это «Король и Шут», приуроченный к выходу нового фильма. Посмотрите, такие боксы. Там можно выбирать различную еду. У меня бургер вот такой. Здесь еще картофель фри. У тебя чизбургер. У тебя другой набор, у тебя какие-то машинки. Сейчас, ты видел свою машинку? Давай посмотрим, что там. Желтая. Вау! Как Она красиво. хоть легендарная? Конечно. Конечно, легенда. Так, и давайте я покажу. Помимо еды, самое главное, здесь вот такая коробочка. О, смотрите, когда я выпью сок, мы пойдем на улицу, я взорву сок. Давайте это сделаем. Давайте не будем. Я это сделаю. Смотрите, какие крутые носки. Хорошо. Красный с черным. Я не понимаю, на какой носки? Все крутые. Это мерч, это вообще легенда. Ребенок По был праздникам буду носить. Это легендарный Если- носки. Тебе на день рождения приду. Поздравляйте меня, подписчики, у меня день рождения через сколько? Через 3. 3 дня. 13 апреля. Так, а где брелок? А брелка нет, брелок не дали. Нет? Нет, я хотела брелок. Сейчас пойдем разбираться. Открою бургер, посмотрим, может там
Как, что ему там делать? Нет, тут все. Нет, тут брелка. Выяснились новые подробности. Оказывается, мы взяли вот этот набор, бокс, который идет с носками. Он подороже, а еще подешевле, он идет с брелком. Но там не будет носков. Я хотела и носки, и брелок. Поэтому что это значит? Придется вернуться за брелком, а пока буду носить свои роскошные носки. Кого я обманываю, я не буду их носить. Я их просто положу, они будут лежать и греть душу. Потому что носки быстро рвутся. Приходит негодность, я не могу так рисковать. Но если будет какой-нибудь концерт или кавер-группа Король и Шут, я сразу их надену, чтобы... Я открываю соус. Открывать соус. Давай. И еще... Я никогда не ем такую картошку. Не люблю картошку фри, всегда беру картошку по-деревенски. Открывай соус, конечно. Всем привет. Так, С вами Кота Турпал. так. Ты так просил включить камеру. Говорит, включайте камеру. Вы снимайте видео. Я хочу рассказать. Я ютубер тоже. Вот. Это новости. Давно? 5 лет назад. 5 лет назад. И сколько же тебе было? 2 года? 3. Ну, почти 3. В общем, едим свои бургеры. Мне очень нравится. Почти 4 было. А теперь 8. О, Поздравьте через 3 дня. поздравьте кто-нибудь его с днем рождения. Через 3 дня день рождения 8. И что-нибудь пожелайте хорошее. О чем ты мечтаешь? Вот у тебя день рождения. О чем ты мечтаешь? Нормальном велосипеде. О нормальном велосипеде. Спойлер. Мне уже его подарили, но вот так. Ну, еще не дали. Подарили, но ты еще Купили. не катал. Потому что грязь у нас. И до дня рождения еще сколько? 3. 3 дня. Значит, надо потерпеть. На себя поверни кадр. Глаза должны быть нет. Да, вот так. А как не пить? Бэтмен. Бета? Персюша у нас здесь отдыхает на свежем воздухе, на кресле. Старая, компьютерная. Его мама такую подстилочку постелила мягенькую. Да, Персюш, чтобы тебе хорошо было. В город вообще не хочет. Только переноску достаем, шипит. А сюда ехал, сам зашел в переноску, хотя не любит ее. Отсюда просто его не выгонишь. Итак, наш следующий фронт работ. Вот это куча веток. Значит, сегодня приезжали службы и от ореха отпилили ветки, которые мешались проводам каким-то. Мы с мамой взяли перчатки. Сейчас все это дело будем собирать и выносить. Джесси? Я тебе покажу еще собачку. Джесси, Джесси, где она? А, вот она. А вот у нас еще такая собака. Красоточка моя. Джесси. Супер-пупер песик. Моя Знакомьтесь, Иди это сюда. Джесси. Ну все, кучи нет. Там уже соседская территория, вот наша. Единственное, очень жалко. У нас здесь виноград был, и он хорошо рос, закрывал курчик от дороги. Вот это нормальная ветка, а вот эту они повредили. То есть было несколько, осталась одна. Просто, не знаю, то ли наступили, то ли просто отрезали. Теперь здесь будет только одна ветка. Очень жалко. Сегодня у меня был мастер-класс, как готовить щи. Потому что я готовлю по рецептам из интернета, и у меня получается плохо и еще хуже. Чем больше я готовлю, тем хуже получается. И сейчас поели мамины щи, и Саша просто в восторге. Я тоже решила наконец-то одолеть эту науку и научиться. Света, ты понюхай, какой запах. Я понюхаю, какой запах. Вкусно. Короче, я приготовила щи. Я вообще люблю первые блюда готовить. Борщи, фрикадельки, супы. Вот. И с каждым годом что-то мне не нравится, что-то мне хочется кислинки, что-то мне хочется какой-нибудь поджарки сделать, там зелени. Вот. И я как бы сама придумываю рецепт. Вот. Потому что многие у меня как бы спрашивают, как ты готовишь, но так вот не получается. Это вот ты должна сама придумать из ума, как правильно готовить. Вот все у меня это меленько нарезано, все это обжаривается. Все свое сушеное, капуста квашеная. Помидорку я солю тоже.
очень вкусная она. Вот это я все протираю, все на терочку, все это обжариваю, всякие специи, лук, чесночок, лавровый лист. Вот. Это все поджаривается с кислой капустой. Ну, в конце я добавляю адыгейскую соль, лавровый лист, перец, чеснок. Все. И минут 5 оно еще томится. И все, можно обедать. Ну, конечно, там кто хочет сметанки добавит, кто хочет майонезик. Очень вкусно. Это мой рецепт. Я с годами его сама придумала. Самый вкусный. Вот что Да. Саша сказал, что Да. Я хочу также научить дочек, чтобы они точно так же готовили. Будем стараться. Всё. Мы приехали к родителям и хочу показать, что у мамы на подоконнике. Мама, что это такое у тебя растет? Это растет помидорка, 2 контейнера. В том году посадила 1, хочу побольше в этом году. Ну, сорт у меня постоянно один и тот же. Это еще остался от наших бабушек. Помидоры крупные, красные. Много мякоти такая она, Она мясистая. самое вкусное, что я пробовал. Самые Да. вкусные. И вот еще там. Мы вышли немножко прогуляться, чтобы показать наших курочек. Посмотрите, сколько их у нас. Какие они у нас красивые после зимы. Первый раз их выпустили погулять. До этого они в сарае тусовались, на территорию курятника выходили. А сегодня они уже ходят вольготно по огороду. Мы их тут подкармливаем. Петушок у нас такой красивый, самый красивый, видите? Классический. Вообще гласистый такой, ответственный. Всех девчонок зовет. Видите, все едят, он как бы следит. Не бросается на еду. Сначала дамы, потом он какая-то бедолага бежит. Посмотрим, будут ли клушки в этом году. Сядет ли кто-нибудь на яйца. Если да, ну штук 20, может, выведем. Мама любит с цыплятами возиться. У нас все для этого есть. И клетки, и обогрев. Так что надеемся на богатое потомство. Давайте, девоньки, весна в разгаре. Вперед! Ждем от вас хороших новостей и пополнения. Набрали в лесу первой травки. И даем курочкам витаминчики. Они такое любят. И желток после травы такой прям желтый, красивый. Вот натурель продукт. Угощайтесь. Какой-то Салатик. Они уже симпатичнее стали, в смысле чище. Ой, Кукушечка. Не бойся, ну какая она симпатичная. Красотка ты моя. А вот когда она в цыпленке. Она похожа на кукушку, да? Смотри. Да. Это черные цыплятки? Да, черная. Вот она одна такая вот. И вот 2 черные. Так, прошло 1,5 недели с момента увеличения губ, и сегодня я первый раз их накрасила. Хочу показать, как они выглядят. Вот. Вот как я и хотела. Объем прибавился, но форма не изменилась. И накрашенные смотрятся более наполненные. Если честно, я бы, может, еще немножечко добавила. Напишите в комментариях, стоит добавлять или нет. Ну, в общем, мне очень нравится. Даже вот тоже. эти мысли, что я бы чуть добавила, они лучше, чем мысли, которые, ой, мне не нравится, перебор. Лучше здесь в этом деле, да, немножечко недо, чем пере. Вот. Ну, на самом деле, я просто к ним уже привыкла, как будто мои были. Я очень переживала, очень. Я несколько лет не решалась пойти, потому что вроде нахожу мастера, смотрю работы, появляются какие-то работы, которые мне вообще не нравятся. И я думаю, а вдруг это буду я? Все, и у меня все, как бабка отшептала, не хочу. Ну вот, в этот раз сделала. Все. Какие новости из нашей загородной жизни? Сегодня случилась очень интересная история. Настоящий блокбастер. Я с утра, как всегда, гладила Персия. И вот так вот за ушком его гладила, под шубку вот так вот залезла. И смотрю, какая-то шишечка. Ой, я уже боюсь всех шишек после его операции. Думаю, что такое? Раздвинула шерсть, а там клещ. Да, самый настоящий, страшный, вообще ужасный, с лапами. И я сначала просто вот так вот отпрыгнула даже. Я говорю, Саша, там клещ. Он говорит, может, ты ошиблась? Я говорю, нет, я уверена на 100%. Ну и все.
Саша тоже раздвинул вот так вот шерсть, и прям вот на шее, получается, сзади, как вот, ну, за головой, вот такой клещара просто. Что мы сделали? Ну, мы спросили у GPT, что надо делать. Мы так-то знаем, что надо, что не надо, но решили перестраховаться. В общем, принесли спирт, пинцет, и вот Саша вот так его чуть-чуть потянул, и вот так вот выкрутил его и выкинул в унитаз. Все, я, ну, посмотрела, там ни крови, ничего такого не было. Мы ему еще раз дополнительно обработали. Ну, ведет он себя хорошо, мы за ним наблюдаем, нет вялости. Ну, Персей, улыбнись. Он просто сейчас спит. А так он целый день бегал, играл. Хотя мы его регулярно обрабатываем, но, видимо, срок действия обработки закончился, и вот мы прямо сейчас снова заказали средство. Мы его обрабатываем средством «Инспектор». Там такие капли, мы берем сразу упаковку из 3 штук, потому что у нас еще животные дома, и всех сразу обрабатываем. Ну, пока здесь не видно, ну, как бы вот тут было немножечко от спирта. Ну, он так спокойно, вы знаете, вот он какой умный. Наверное, все родители так говорят про своих детей, но он реально умный. Он понял, что мы ему помогаем. Он спокойно просто стоял, глазками вот так вот на меня смотрел. Вот. Ну, потом, видимо, и пощипывал спирт. Он так бегал, как ошпаренный туда-сюда. Ну, все, нормально перенес, не кусался, не брыкался, не плакал. Вот. И молчит. Клеща цепанул и молчит. Мог бы чесаться, там как-то подать. А если бы я не залезла? Он уже прицепился хорошо. А если бы он туда дальше под кожу залез? Персей, ну как так? Ты хотя бы знаки какие-то подавай. Нет, лежит себе, спит. Ешьте, пожалуйста. Мамуля, что мы сегодня делаем? Будем печь куличи. Сначала мы ставим опару. Сейчас все перемешаем в теплое место. Будем делать двойную порцию, чтобы Да, всем хватило. да. Штук 30 напечем. 40. Хорошо. И тут мы еще готовим всякие другие блюда для Пасхи. Следующее ответственное дело. Мы перебираем изюм. Вот от этих веточек. Чтобы он чистенький был. Привет. Привет. В общем, все работаем. Здесь 1,5 килограмма. Ну, мы еще будем делать... Сегодня мне привезут велик. Помнишь, я был Ну да, Кинг? Бурмур. помню. Поздравляю, хорошее дело. Сегодня мне велик принесут, но сегодня не 13-го. В общем, здесь у нас 1,5 килограмма, взяли побольше, Я всегда башка. потому что будем творожную пасту готовить. Ага, спасибо, Александр. Вот. И взяли светлый в этом году, чтобы не красил тесто. Все-таки темный красит тесто. Все, у нас следующий этап. Мы добавляем в тесто, которое уже немножечко поднялось, сливочное масло, перетертое с сахаром. У нас миксер задымился, мы побоялись его использовать дальше, мучить. Он не рассчитан на такие объемы. Я думаю, сейчас сгорит и все. Накроется наша кондитерская. И вот мама руками растирала. В этом году я решила сделать необычные яйца и покрасить их каркаде и куркумой. Мне нравится то, что это пищевой краситель, не страшно. Смотрите, какой результат. Получились вот такие черепашки, какие-то зеленые яйца, но не пугайтесь. И смотрите, кстати, какой отвар. Вот этот вот, да, коричневый. Мы покроем все это дело по талию, и они будут стильные. Это самые стильные яйца сезона. Я вас уверяю. Так уверяет интернет. Тут еще надо несколько выловить. А вот эти просто куркума и уксус. Здесь куркума и каркаде, а это куркума и уксус. Смотрите, какие красивые. Вот. С поталью будет супер. Тут не смотрите, вот тут смотрите. Да? Вообще классный. А чем вы в этом году красили яйца? И наполняем тестом куличницы. Мама, как ты думаешь, когда мы закончим? Не скоро. Куличи у нас уже подходят. Тесто должно подходить несколько раз. Плюс еще в куличницах 40 минут. Честно, уже устали. Мы их печем с 11 утра время. 7:30 они еще не испеклись. Ни один. А у нас целая гора теста. Мы посчитали 30 штук по 6, если выпекать. Это часов на 5. До часу ночи будем их печь. Но куда деваться? У нас сейчас перерыв на бутерброд с колбасой. Вот, смотрите, они, в принципе, уже подошли. Изюм мы спрятали, чтобы не горел. Мы кое-где подвыли. Сейчас опять спрячем. Смажем яйцом и в духовку. Все.
И будем надеяться, что будут нормальные, потому что в позапрошлом году были сырые. Я на утро это выяснила, сняла безе и заново запекала, и заново покрывала потом посыпкой и безе. Приступили к покраске яиц по талью. Смотрите, как красиво она ложится. Вот у нас золотистые. Всем привет, мои руки золотистые, я люблю золото. Хорошо. Только не в Майнкрафте. Ладно. В общем, вот эти с куркумой желтые и с золотом, как смотрятся, и вот эти куркума и каркаде зеленые. Вот посмотрите, даже лучше, чем мы ожидали. Поначалу они просто смотрелись так простенько, а золотишко добавили и сразу так заиграли. Вы посмотрите, роскошные. Вот, уже они черепашьи. Время 1 час ночи. Мы все печем куличи. У нас есть такая тестовая куличница. Мы достаем и смотрим. Сырой. Еще надо. Вот эти вот у нас уже готовы. И вот этот сыроват. Значит, те еще отправляются минут на 10. Но можно еще центральный проверить, но он еще больше. Так, плюс вот эти еще остались. Так, мы совсем забыли, что приклеили сюда бумагу. Вот. А так как бы уже не сырой. Ну-ка, переверни его. Мы стараемся как можно больше напихать, и они прилипают, поэтому вот здесь не пропекаются. Зато, ну как, пропекаются внутри. Хорошо бы со всех сторон были такие. Но это с утра будешь печь. Что думаешь? Так выглядит красиво. Можно вот без этой штучки его отправить еще минут на 10. Бачка подрумянить. Я посмотрю вверх. Хороший. Я думаю, готов. Мы один уже съели. Не, украшенный, без безе. Был очень вкусный, с молоком. Тепленький, кайф. Наконец-то мы испекли почти все куличи. Еще 3 штуки в духовке. Я уже сделала безе. Сейчас будем украшать. В этом году я решила не мазать сверху, а вот таким вот образом его купать. Он не в бумаге, чтобы все боковушки были промазаны. Вот так. Пусть будет. Добавила лимонный сок. Все должно застыть. Сейчас все быстро искупаем. Посыпем посыпкой, чтобы это пока не застыло. Такие вот красавчики. Завтра будем отмечать праздник Пасхи. Вот. Мы старались, навели такую красоту, испекли, накрасили. Вот. Это так здорово, когда все в кругу семьи делают, кто-то что-то подсказывает. Вот. Но я считаю, что у нас очень хорошие получились, и вкусные, и красивые. Сейчас приехали в город и отправляемся в гости к родственникам. У нас ежегодная посиделка и такая негласная оценка куличей. Такое, знаете, как дегустация семейная. Смотрим, у кого в этом году подгорел, у кого как поднялся, у кого сколько изюма, у кого какая глазурь. Делаем отметочки, берем на заметку на будущий год. Посмотрите, как красиво мы упаковали наши куличи. Я купила специальные пакеты, и у них такое дно, как бы круглое. Поэтому получилось поставить кулич нормально. В некоторых есть вот такие пряники, это деткам, и вот такие ленты, тоже красивые. Наборы конфет. Хотела сюда еще конфеты, но уже не помещается. И, конечно же, наше сокровище. Ой, вот такие красивые яйца. Посмотрите, они как все из одной коллекции, благодаря вот этой золотой патали. Вот, мечтайте, и все у вас будет хорошо. Вот, поздравляем всех православных с праздником Светлой Пасхи. У нас в семье это один из любимых праздников, Новый год и Пасха. Потому что, как я сказала, вчера еще для меня вот это ощущение праздника остро пришло, потому что вчера мы готовили всей семьей. Все помогали, все что-то делали, то у нас дно подгорело, то у нас еще что-то произошло, придумали всякие идеи, как это все слепить. В общем, справились, я думаю, что хорошо, куличи получились вкусные. Сегодня с утра и творожную пасху шоколадную уже навернули, и куличик, в общем, классные яйца поели. Я надеюсь, что всем родным понравится наше угощение. Мы очень старались. Вот, если тоже вы пекли, напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас самое сложное
в изготовлении куличей. Для меня это их испечь. Потому что никогда непонятно, он готов, не готов, разные формочки, пропекся, не пропекся. Пока думаешь, уже сгорел. Ха-ха, поздравляю. Вот, так что это дело непростое. Если ваша женщина или ваш мужчина печет куличи, то скажите ему большое спасибо. Это не яичницу пожарить, это действительно сложное дело. Торт в 1000 раз легче сделать, чем кулич. Даже когда у тебя идеальный рецепт, даже когда у тебя хорошая духовка, дорогие продукты, не факт, что получится хорошо. Вот, поверьте мне, каждый год мы оттачиваем каждый год мы оттачиваем свое мастерство, и все равно, вот уже 5 лет мы их готовим, есть к чему стремиться. Написала себе в тетрадку замечания на следующий год, как правильнее сделать. Всем желаю здоровья, удачи, семейного тепла, гармонии, уюта, а самое главное, чтобы каждый день на душе было спокойно, легко и радостно. Большое спасибо, что посмотрели это видео, были на канале Вечное Лето. Обязательно подписывайтесь, мы продолжим снимать домашние влоги. Заходите в нашу группу в Telegram, ВКонтакте, в Макс. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.